Новое постановление вступит в силу 25 мая и обяжет компании, в чем распоряжении находятся данные европейцев, предпринять более продвинутые меры по сбору, хранению и использованию личных данных. Этот закон не вносит революционных изменений в наше право, но он заставит многие пункты работать на практике. Для нас очень важно, что он распространяется на международные компании, которые имеют дело с европейским рынком. Теперь такие компании, как Facebook, должны уважать наши права и следовать нашему закону. Также введено много правил по обеспечению прозрачности использования наших данных и наше право ими управлять. Прописаны обязанности компаний, работающих с нашей информацией. Установлены специальные органы по контролю за защитой данных, а также меры наказания за нарушение этих правил. Закон предлагает более широкое понятие персональных данных, для которых компании должны вести максимальную защиту, подобную той, что вводится на номер социального страхования. Необходимо подобным образом шифровать имена, адреса, биометрические данные, информацию о расовой принадлежности, сексуальной ориентации, политических предпочтениях, а также все, что отправляется веб-сервером и хранится на компьютере пользователя. За невыполнение закона накладывается штраф до 20 миллионов евро или до 4% от годового мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, в зависимости от того, что больше. Крупные компании знают об этом законе. Они принимали участие в обсуждении, которое продолжалось довольно долгое время. Так что сейчас сложно поверить в то, что для них это новость. Они должны быть готовы к этому закону. Новый закон заставит изменить подход американских компаний к использованию данных. Теперь необходимо согласие каждого пользователя на хранение персональных данных, которые он может отозвать в любой момент. Также отмечается право на забвение, которое обязывает компании удалять данные по запросу. Введено понятие трансграничной передачи данных, которое позволяет переносить информацию на хранение другой компании. После скандала с передачей данных пользователей Фейсбука, теперь компании обязывают докладывать об утечке информации в течение 72 часов. Компании также должны вести должность офицера по защите данных и ответственных за обработку и хранение информации сторон. Согласно докладу PricewaterhouseCoopers, около 70% компаний в США ожидают роста расходов от 1 до 10 миллионов долларов для обеспечения всех мер, описанных в законе. 9% компаний потратят больше 10 миллионов. В докладе компании Ovum говорится, что половина компаний ожидают получения штрафов за несоответствие закону. По итогам слушаний с Цукербергом главный вопрос состоит в том, будет ли введено новое законодательство по защите персональных данных, аналогичное европейскому регламенту, и смогут ли законодатели призвать Facebook к ответственности за фейковые новости и другие нарушения, которые оказывают разрушающий эффект на наше сообщество и демократические устои. Согласно опросу компании Ovum, США являются наименее надежной страной в отношении соблюдения прав на неприкосновенность частной жизни и в списке находятся ниже, чем Китай и Россия.